Первоначально мой выбор пал на именно, скажем так, определенную школу индивидуальной супервизии. И когда это обучение было завершено, то мне, естественно, захотелось продолжить, но уже как групповому супервизору, потому что это определенная школа. Это определенная школа, на которую я осознанно шла, на которую я выбирала, и которая отвечает моим внутренним фильтрам бережного отношения, во-первых, к себе и бережного отношения к тому материалу, который происходит тет-а-тет во время контакта. И вот эта вот бережная конфиденциальность, это, наверное, рефлексивная практики, это, наверное, основное, что по-прежнему меня интересует в супервизии. Мне очень понравился подход в обучении супервизии. Он начался с индивидуального и потом пророс в групповой. Что в этом подходе интересного для меня? Это такое, знаете, проращивание тебя как супервизора, как специалиста, из тебя вроде бы в методе, то есть какие-то рамочки есть, но в то же время это постоянная обработка того, что ты видишь, и как ты это прочувствуешь и себе присваиваешь. То есть это не какая-то такая методология «делай раз, делай два, делай три», инструментальные вещи, а это буквально как пропитка и рождение в каждый момент обучения чего-то в тебе. Для меня, моим ожиданием было то, что я буду сразу практикующим супервизором. То есть, поскольку у меня был уже опыт прохождения индивидуального обучения индивидуальной супервизии, то для меня вот критерием качества обучения является то, что, выходя с курса, я могу это знание сразу применить. То есть я выхожу и практикую. У меня нет страха перед тем, как проявлять свое знание и брать за это, скажем так, деньги сразу. То есть нет вот этой темы, что я не супервизор. И групповая супервизия для меня это было... Фокус был на том же, потому что был успешный опыт предыдущего. И фактически групповую супервизию практически во время этого курса я уже вела групповую супервизию. И вот этот опыт, вот эта интеграция опыта, знаний и того, что происходило на самой группе, то есть это была как групповая супервизия в групповой супервизии, это было и вовне, и снаружи. И это была такая интеграция всех умений, навыков меня как коуча, меня как супервизора, меня как человека, как личности. И это было легко переносить в практику. И вот это для меня, наверное, основной критерий и мое основное ожидание, которые сбылись. То есть возможность сразу перенести в практику то, что получаешь на курсе. И это очень высокий стандарт обучения. Вот для меня это было вот проект. Я шла на курс за компетенциями. За компетенциями супервизора. Когда только я пришла, еще не понимала, что это такое может быть. И поэтому мне вообще очень плохо с ожидаемым исполнением ожидаемых. Здесь я совпала с методом, когда ты, круто, гаси свет, а потом разберемся. Вот мне кажется, как раз перед моментом обучения такой погас свет, и, собственно, мы стали во всем этом разбираться и стали больше жить вот этими, ну, как бы, может быть, навыками, компетенциями, может быть, даже способами. Вот я скажу здесь первый раз слово «присутствие». Способами присутствия в индивидуальных и групповых процессах, когда ты одновременно являешься и держателем этого поля, когда ты одновременно
ну, как бы ответственный человек за рамку происходящего. И в то же время ты такой чувствительный элемент, который может вносить свою лепту, а не просто некоторый наблюдатель, дающий какую-то обратную связь из экспертизы. И вот в этом смысле я даже не знаю, я точно этого не ожидала, но то, что я получила большее присутствие даже в своих коучинговых сессиях после обучения супервизии. Я получила такую одновременность узкого и широкого фокуса и такого нахождения в пространстве сессии. Вот так вот, наверное, это уникально, потому что это обогатило и мои индивидуальные сессии тоже, коучинговые. Для меня ярким моментом, наверное, было прохождение очень сложных этических каких-то вызовов, которые были связаны с просто с жизнью, с тем, что каждый супервизор – это в первую очередь живой человек со своей жизнью. И вот это вот отношение бережное и способы взаимодействия через супервизионное поле с этой жизнью, оно делало такую зрелость, такую внутреннюю ответственность, зрелость мою как супервизора и меня как личности. Ответственность за процесс, ответственность за себя и ответственность за то взаимодействие, которое я как супервизор несу в группу. И вот это делало саму группу, которую мы обучали, живой. Она была живой, она была честной. И вот эта честность, наверное, основной элемент, который я вынесла из этой группы. Пожалуй, у меня, наверное, не было никаких вызовов в процессе обучения, ну, кроме организации себя вот в структуре вебинаров, да, когда ты так удален, сейчас вообще очень странно об этом говорить, мы сейчас все 1,5 месяца просто эксперты в удаленной работе, но вот эта вот история присутствия именно внутри процесса и контакта, вот это был, наверное, вызов, когда ты учишься глубоким вещам, практически мудрости, а все это происходит удаленно через экран компьютера, и мне вначале казалось, что это невозможно присутствовать, почувствовать такое глубокое присутствие через экран. Вот, пожалуй, вот единственный вызов, с которым я столкнулась. Ну, во-первых, я пожелаю смелости, потому что эволюция нас как коучи, она идет все время. Но для меня супервизия – это про такое глубинное расширение не только моих компетенций и навыков, но и вообще темы присутствия в своей жизни. Присутствие в своей жизни именно вот в этой, я не люблю это слово утерянности, но вот в этой, наверное, вот в этой целостности себя и возможности давать и видеть эту целостность других. И для меня это очень такая глубинная, моя глубинная внутренняя парадигма, которая мне дала супервизия, расширяя вот эти рамки. Потому что выход в групповой формат, он значительно расширил мои возможности и мою практику, и мою смелость идти в новые эксперименты и идти с внутренней подготовкой, знанием того, что у меня все для этого есть. И вот это, наверное, дала супервизия, знание того, что у меня на самом деле все могу есть. Пожелать доверия, потому что я вижу, и у меня такой был вопрос, только ли это наша там русская, да, манера,
может быть, там, восточноевропейская, славянская манера, сначала захотеть получить структуру, захотеть получить, скажите, как надо, да, вот, а здесь доверие в том, чтобы именно действительно как накладывать, знаете, как вот в дереве есть кольца, он живет, вот если спил дерево, да, вот эти вот кольца возраста, ведь дерево, оно каждый год растет, вот мне кажется, как раз позволить своему дереву, стволу своему расти и наращивать это кольцо с доверием, и не спрашивать, ведь дерево не спрашивает, там лес или природа, а что сейчас будет происходить? А что сейчас будет происходить? А скажите, что сейчас мы будем делать? Вот как бы просто расти в этом процессе и наращивать свои сильные годовые кольца. Вот так скажу.